Друзья, съемки этого ролика заняли не один день. Сегодня я просматривала кусочки, какие у меня уже отсняты, какие мне предстоит монтировать. И поняла, что я неправильно называю вот эту куклу. Кукла эта от фирмы Марикита Пэрис. И на сайте написано ее имя Каролина. Я почему-то ее всегда называла в ролике Мариетта. Наверное, она сама мне подсказывает свое такое новое домашнее имя. Поэтому заранее вас предупреждаю, я уже не буду ничего там менять при монтаже. Может быть, только если словами напишу. Но вы имеете в виду, что это не Мариетта, а Каролина. Такое ее фабричное имя, очень красивое имя. Но у меня Каролина ассоциируется с какой-то девочкой-брюнеткой. И, в общем, это не отложилось у меня в памяти имя Каролина. Зову я ее Мариеттой, а фирма называется, фирма производителя Марикита Пэрис. Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие гости, кто случайно заглянул на канал. Меня зовут Оля. Вы на моем канале о куклах, о вязании для кукол. И сегодняшнее видео будет посвящено моим большим куклам. Подобное видео есть на моем канале. Там в основном я просто перечисляю всех своих больших кукол. Но с тех пор добавились новенькие девочки. Приехала Мариетта от фирмы Марикита Пэрис. И приехала Коралл от фирмы Vestida de Azul. Именно эти девчонки сподвигли меня на съемку нового ролика. Самой первой большой куклой в моей коллекции является кукла Белла от фабрики Антонио Хуан. Перед вами она сейчас стоит в белом платье. Это фабричный аутфит, платье для первого причастия. Аутфит уже не в очень хорошем состоянии. Я не готовилась специально к съемке этого видео, просто достала куколку из шкафа. Я сняла одежду с Беллы, чтобы подтвердить свои предположения, что тела этих трех кукол от трех разных испанских фирм практически одинаковые. Как будто они сделаны по шаблону одного и того же скульптора. Для обзора я взяла с собой куклу Софию от испанской фирмы Лоренс. Буквально несколько минут я покажу ее вам и уберу из кадра. Все-таки это кукла другого формата. Вот посмотрите, девочка из другой оперы. У нее другое тело, помельче, другой размер одежды. Разве что головушка кажется крупной. Такая щекастенькая девочка. Но все-таки она поменьше, поэтому вот посмотрели, сравнили и убираем. Сравниваем дальше с другими куклами. Слева я добавила куклу American Girl, справа стоит кукла Götz. Ну и вот, мне кажется, эти девочки близки по формату к друг другу, могут дружить, как я говорю. Что значит для меня дружить? И вообще, что значит, когда я говорю «играю с куклами», это значит, что я вяжу для них одежду, фотографирую кукол, куклы демонстрируют мои вязаные наряды, презентуют мастер-классы по вязанию этих нарядов. И вот для меня это значит, куклы дружат, а я играю в куклы. Кукла American Girl, она считается твердонабивная. Ну, мягко набивная, твердо набивная, не буду сейчас останавливаться подробно на этом понятии. В общем, тело у нее пошито из ткани, тело набивное, но оно очень твердое, хорошо держит форму, руки, ноги вращаются. Мне эта кукла нравится. Она достаточно популярна в определенных кругах, и я взяла ее сюда в этот обзор. Я думаю, что спицевые наряды могут подойти как виниловым куколкам, так и вот этой твердо набивной кукле. Плечики у нее пошире, строение тела отличается, но все-таки думаю, что что-то спицевое примерить
А можно будет и подойдет это обеим девочкам. И куколка Гоц справа стоит. Я думаю, что тоже одежда, особенно спицевая, будет подходить. Но вот если так присмотреться, то кукла Гоц, она выше этих девчонок. Но выше где? Наверное, выше в ножках. Как будто старше девочка, уже постройнее. Замерю я сейчас сантиметровой лентой обхваты груди и обхваты талии этих кукол. Ну и, наверное, покажу вам на экране. Справа в углу у меня стоит шарнирная кукла Гоц. Я пока ее уберу. Давайте посмотрим на размеры оставшихся в кадре девочек. Кукла Инна от фабрики «Весна», казалось бы, не очень подходит в эту компанию. Но она у меня на старом типе тела. Тело, смотрите, такое плечистое, широкое. По туловищу примерно одинаковое по высоте туловища, только у Ины коротенькие ножки. Я решила ее включить в этот обзор. Замеры ее отличаются, но я уже примеряла кое-какую одежду от обеих кукол друг к другу и знаю, что они могут меняться одеждами. Следующий момент, на который я хочу обратить ваше внимание. Сама я не придираюсь к таким нюансам у кукол, но поскольку это обзор, то нужно показывать все честно и все точно. Сочленение ноги с туловищем у Беллы очень гладкое, не к чему придраться, все так хорошо соединяется. Также у Мариэты такое же гладенькое соединение, а вот у куклы Коралл с одной стороны соединение не гладкое, как будто ножка не совсем точно подходит к туловищу. Смотрите, с правой стороны это особенно видно. Я не знаю, у всех ли кукол так. Если у вас есть Коралл, то расскажите мне. Ну вот, мне досталась такая куколка, ну и я нисколько не расстроилась. У всех трех кукол классный шейный шарнир. Куклы могут наклонять головушки. Мне это очень нравится. Руки и ноги кукол вращаются вдоль туловища. Вот так куколка сидит. American Girl и кукла Гоц в этом плане более подвижна. У Гоц разводятся и ручки, и ножки в стороны. У American Girl то же самое, разводятся в стороны. Ну, наверное, для нас, для взрослых девочек, которые играются только так, что демонстрируют кукольные наряды, фотографируют кукол, достаточно будет просто поворота головы. Не обязательно так уж расставлять руки в стороны. Хотя, конечно, несомненно, вот такие позы какие-то такие, это большой плюс. Вы, наверное, уже заметили, что оттенок винила у трех кукол отличается. Не могу сказать, корректно ли сравнивать Беллу, куколка слева, с новенькими, потому что Белла ко мне приехала давно. Многие из вас, наверное, знают, что винил выделяет масла со временем и изменяет цвет. Но мне кажется, изначально Белла была, ну вот такая и была, немножко темноватая, что ли, по сравнению с куклами Паула Рейна. Она была темнее. По качеству винил у всех трех кукол приятный, бархатистый, без запаха. У них нету никакой ванильной или другой ароматизации. Очень приятно тактильный винил. Ну вот цвет отличается. Если уже говорить о моих предпочтениях оттенка винила, то почему-то для меня Инна от фабрики «Весна» имеет самый приятный оттенок. Наверное, это связано с восприятиями детскими, из детства. Куколки у нас были вот такие. Не сказать, что белая, даже не знаю. Ну, вот такая она для меня самая нормальная. Красивая девочка. Сейчас, конечно, куклы Инны отличаются. Если у меня получится, я добавлю вам кадры,
Недавно снимала кукол Инна современных в магазине. У них не накрашены губы, и современный вариант мне нравится гораздо меньше. А вот такие губки, они и не слишком яркие, но в то же время обозначены. Мне нравится больше. Давайте посмотрим на губы у испанских кукол. У Беллы, наверное, самые пухлые губки. Вот смотрите, Белла. И они у нее окрашены не в розовый, а в такой, что ли, как морковный какой-то оттенок, или просто телесный под цвет ее загорелого тела. У Коралл розовые приятные губки. Ну, в общем-то, у всех у них как будто бы натуральный оттенок губ, слегка такой легкий блеск. Ну, вот так. Сами сравнивайте, смотрите. Лица отличаются, у всех разные молды, тела одинаковые, а лица отличаются. Качество волос у этих кукол, как и у большинства испанских кукол, прекрасное. Прошивка очень хорошая, не буду уже сейчас копаться в головах. Волосы шелковистые, приятные на ощупь, приятные на вид. Когда я кукол наряжу в новые вязаные платья, я вам покажу, как выглядят волосы после парикмахерской, после домашней парикмахерской. Нужно им волосы помыть, уложить. Что у нас по глазкам? Вот у этих двух девочек разрез глаз, как мне кажется, одинаковый по размеру, ну, примерно одинаковый. Глаза не закрываются, глаза вставные, ресницы приклеены. У Мариэты глаза закрываются. Это такой вариант спящей девочки. Вот я ее положила. И все, девочка уснула, закрыла глаза. Глаза, что называется, такие моргушки. Точно так же и у российской куклы Инна. Что примечательно, Белла приехала с сережками. То есть это фабрика оформила так куколку, у нее проколоты ушки, аккуратные жемчужные серьги вставлены. Но я их не трогала, не снимала, даже как-то и не разбиралась, как они здесь устроены. Симпатично смотрится. При желании, я думаю, что можно и этим девочкам тоже сделать подобные сережки. Обзорная часть на этом закончена. Дальше я вставлю кадры с нашей прогулки. Я двух кукол брала на прогулку. Собрала одежду из того, что было. Тоже это я вам покажу. Прогуляемся по лесу. Желаю всем хорошей погоды, хорошего настроения. И в самом конце видео я покажу, какие наряды для этих кукол я создала. Собрала я двух своих девчонок на прогулку. У нас наконец-то выпало немного снега, и мне хочется сделать фотографию на улице. Вся одежда с чужого плеча. Ну, мне кажется, что неплохо получилось. Вот расстегнула, чтобы вам показать. Сарафан от Инны очень хорошо сел на Каролину. А белая кофточка это от Готс, от другой. Ну все, поехали, я готова. Какая красота. Девчонки должны увидеть эту красоту. Этой зимой это у нас такая редкость. Вдруг снежок выпал.
Все, упала моя красавица. А вот это вот еще стоит, стойкая девушка. Так, собаки гуляют сами по себе, пока я тут с куклами играюсь. На кого ты там лаяла в лесу, а? Дыня уже шапку снял. Серега, расскажи мне, чем ты тут занимаешься? Зима, февраль. Любуешься февралем? Или скажи, а вывез жену. Кто сегодня будет спать без задних лап? Ну вот, настал момент показа готовых работ. Первое платье демонстрирует вестидочка. Здесь я использовала два цвета. Оранжевый — это Янар джинс, и меланжевая пряжа джинс Tropical. Чудесная пряжа, так она себя хорошо показала в лицевой глади. Так мне нравятся вот эти вкрапления, как будто, не знаю, художник что-то рисовал, какая-то такая акварель кистью, что-то такое. Очень красиво получилось. Я, конечно, понимаю, что я сама себя хвалю, что моя модель не представляет из себя что-то такое особенное, необычное. Это я все осознаю. Здесь в основном лицевая гладь, обычный простой рукавчик, короткий реглан. Казалось бы, все просто, но посмотрите, как это платье раскрывается именно в этой пряже, в этом меланже, и с добавлением акцентов оранжевых красок, воротничок, ажурная вставочка. Все так удачно сложилось, все заиграло. Я довольна этим нарядом. В общем-то, получилось такое платье, которое можно легко, не задумываясь, связать за пару вечеров. Важно только подобрать правильную пряжу. Я потом покажу еще другие варианты. Но вот если вы возьмете какой-то меланж, есть еще джинс Crazy, там красивые переходы. Думаю, что подойдет Дива Батик. Мне кажется, тоже будет прекрасно смотреться. Имейте в виду, сразу пока не забыла, только скажу, что на платье нужно 60 грамм пряжи. То есть, если вы возьмете джинс Tropical один моточек, он 50 грамм, то вам его не хватит, собственно, как и мне его еле-еле хватило. И нужно будет продумать какую-то вот сюда вставочку. И вот с этой вставочкой, может быть, еще с контрастной горловиной, тогда 50-граммового моточка хватит. А так вот я говорю, что здесь сиди, вяжи и медитируй. Есть прибавки в определенных рядах, ну а в основном просто вот эта лицевая гладь для медитации, для тех, кто не хочет заморачиваться, а просто по вечерам по рядочку понемножку провязать.
А для воротничка я составила графическую схему помимо текстового описания. В общем, постаралась сделать все, чтобы ваш процесс вязания был самым приятным. Давайте полюбуемся следующим нарядом. Представляет его Белочка Антонио Хуан. Мне кажется, ей очень идет. Такие нежные цвета, такая она булка. Просто невозможная сладкая булка, классная. Пастельный оттенок, такой сливочный, как мы с Юлей говорим, сливочный оттенок пряжи. Здесь вообще все просто, одним цветом связала, только воротничок придает контраст. И чтобы платье не было совсем скучным, я сделала небольшую вышивку. Покажу ее вам потом немножко поближе, более крупным планом. Ну вот согласитесь, вышивка освежает это платьице. Воротничок связан из полухлопка, уже от другой фирмы Gazal Baby Cotton. Но все эти пряжи, которые я называю, они взаимозаменяемы. И здесь я уже не вязала завязочку, а сделала из ленточки. Кому еще интересно, посмотрите на прическу Беллы. Накрутила ей букли, прям так они у меня сохли в скрученном виде. Зафиксировала здесь несколькими крабиками темными, мне кажется, они даже не особо видны. И связала резиночки. Просто обвязала резинку. Давайте, наверное, сейчас покажу. Аккуратненько сниму. Может, кому-то будет интересно. Вообще я описание на нее не делала, но могу в проекте просто количество петель сказать. Это все крючком, то есть вот так вот просто обвязываем резинку с прибавками, 3 ряда. И в последнем ряду я ввязала бусинки. Ну и вот так оно все смотрится, на мой взгляд, очень даже гармонично. Ну и теперь настала очередь третьей девочки, Мариеты, которая Каролина. Ей достался вот такой наряд. Это уже другая пряжа, Alize Angora Gold, Симли или как-то так. В общем, Alize Angora Gold, та, которая с люрексом, с добавлением люрекса. Здесь, конечно, камера сейчас не передает, но платье очень приятно сверкает. Нитка вот эта блестящая добавляет нарядности. Ну и опять же, платье однотонное. Хотелось как-то его оживить. Ну и не буду скрывать, хотелось повышивать. Поэтому я это платье тоже оформила вышивкой. Небольшой сюжет. Полотно здесь тонкое, недостаточно плотное, поэтому я с изнаночной стороны подложила флизелин, не клеевой флизелин, и вышивала сквозь вязаное полотно, прокалывая иголку, и сквозь этот флизелин. Давайте еще на примере вестидочки покажу подъюбничек. Подымем ей юбочку. Пошила из жесткого фатина. Фатина нужно 1,5 метра. Вот это вот окружность юбки. А высота зависит от длины вашей юбочки. И резиночка. Шьется тоже очень легко и просто. Даже если у вас нет швейной машинки, вы все равно справитесь. Потому что там нужно только выкроить, сложить пополам и проложить строчку, чтобы образовалась такая своего рода кулиска, в которую втянуть резинку. Важно только, чтобы фатин был жесткий. Ну, не знаю, как передать на камеру. Мягкий фатин тоже, кстати, подойдет. Я практиковала такое, но только мягкого фатина там нужно намного больше. Больше, чем 1,5 метра, там и 2, и 2,5. Его соберешь на резинку, он такой тогда вот прям как эта юбка-пачка и держит форму вязаного платья. Ну а жесткий 1,5 метра достаточно, видите, юбка хорошо держится, верхняя юбка вот на фатиновом подъюбничке. В мастер-классе я не даю фотографий процесса работы пошива подъюбника. У меня с моей мебелью, с моим освещением не получилось это сделать. Я пыталась, но, честно, не получилось. Там все такое, ну, как бы большое, 1,5 метра, как там это складываем.
Я думаю, что я сделаю схематические рисунки и текстово, пошагово прям все-все опишу, шаг за шагом, как выкраивать и как шить, как строчить. Так что вы справитесь, не сомневайтесь. Вспоминаю, что еще я хотела сказать. Вот если это первое платье я вязала с некоторыми трудностями для себя, то есть я была сосредоточена, я делала расчеты, я записывала, считала, провязывала, немножко распускала, чтобы у меня выложился здесь реглан, распускала, провязывала обратно, меняла количество петель, то есть чуть-чуть я попыхтела, пока делала расчеты. Сколько я воротников перевязала, это знают только мои близкие подружки. Сколько? 7 воротников у меня всего связано. Какие-то ушли в корзину. Ну вот добилась результата. Испробовала разные виды пряжи. И, в общем-то, уже потом следующее платье я вязала просто в удовольствие. Когда есть готовые расчеты, сидишь, наслаждаешься, уже можно и включить какой-то фильм, какую-то аудиокнигу. В общем-то, как у меня муж шутит, нашу маму и там, и тут передают. Я говорю, да-да-да, я и там смотрю, и здесь вяжу, и все, я справляюсь, потому что уже все записано, все посчитано, поглядывай себе в листочек и вяжи себе. В общем-то, очень это все просто, когда уже есть расчеты. И что еще хотела сказать. Я не считаю себя мастером по вышивке. Я новичок, я еще только учусь, особенно на вязаном полотне. Все это, ну, с одной стороны, нелегко дается. Это все вот эти пробы, именно практика. То есть даже если смотрел теорию, что-то где-то знаешь, стишки изучил, все равно нужна практика. И вот уже на этих платьях я вдоволь попрактиковалась, оторвалась, что называется, отвела душу. С таким удовольствием я повышивала. Вышивать мне очень нравится. У меня не все хорошо получается. Здесь у меня не идеальные варианты, но для начинающих, мне кажется, неплохо. Так что если вы вдруг хотите повышивать, то добро пожаловать, свяжем простое платье, а потом повышиваем. Я, конечно же, не буду преподавать вышивку в своем мастер-классе, потому что не считаю себя мастером, асом, который может уже преподать вышивку, конечно же, нет. Но вот просто пообщаться, поделиться, у кого как получается, кто какие там оттенки, сюжеты выберет, мне бы очень хотелось. Может быть, в проекте будут девочки, которые имеют гораздо больший опыт вышивки, чем я. Я бы с удовольствием с такими девчонками пообщалась и, может быть, чего-то даже нового у них почерпнула. Вот. Ну, а вот если под вот моим сюжетом, особенно вот этот самый простой сюжет, то я, наверное, в чате, в проекте просто подскажу, какие видео я смотрела, какие стишки использовала, как у меня это все выглядит. Вот, наверное, в чате покажу свою изнанку. Здесь уже видео показывать не буду. Я очень старалась, чтобы у меня изнанка была аккуратная. Но в чате, конечно, такой теплый, тесный круг. Я думаю, что покажу. Почему-то никто не показывает изнанку. Я, по крайней мере, не встречала. Сколько я смотрела на Пинтересте, всяких видеороликов, может быть, где-то на Ютубе в каких-то, может быть, уроках, не знаю. Ну что, этих кукол показала, но это еще не все. Не переключайтесь, если вас интересует мое видео. Я думаю, что сейчас мне нужно примерить платье на других кукол, на Gods, на American Girl, а на кого еще? На кого-то еще примерим. И покажу, как смотрятся платьишки. Ну, эти же самые, новых я пока не навязала, хотя буду вязать. Просто, чтобы вы видели, как платье сидит на другой фигуре. Пока тут переодеваю кукол, давайте покажу. Меня вчера в чате спрашивали за вот эту подружку. Любимая подружка, та, которая, не помню сколько,
выше 37 сантиметров, то есть еще поменьше девочка, а вот это самая крупная из тех, что сейчас продаются. Вот она крупненькая, но она худенькая. Это что-то типа примерно как Лоренс, я вам уже показывала. Я думаю, что для этого проекта она не подойдет. Хотя, если вы готовы вязать более тонкой ниткой, чем я предлагаю, тонкими спицами, то вполне возможно. Реглан, спицевый реглан, он на многих кукол подходит. По поводу ГОЦ не показала вам еще сравнение шарнирного тела с обычным. Ну, уже замеры делать не буду. Но вот как мне кажется, вот здесь вот в плечах шарнирная ГОЦ пошире, чем обычная классическая. Голышом шарнир ее выглядит совсем не эстетично. И вот видите, у меня кукла так стоит криво. Это я ее так подперла к стеночке, чтобы она не упала. Потому что кукла приехала ко мне с ослабленными шарнирами, ослабленными резинками. Ну, вот так, как есть. И это не первая кукла, которая приезжает уже в таком виде. Резинки нужно перетягивать. Я смотрела, есть еще один способ. Прокладочки вставлять вот здесь вот в коленный сустав. Ну, еще пока этим не занялась. Вот там у меня новенькая моя стоит. Но она тоже слабовата. Без опоры ставить страшно, может упасть. Есть такая особенность у шарнирных ГОЦ. Ну, просто скажу, кто не знает. Ну, а платье, опять же, спицевый реглан подойдет, мне кажется, обеим куклам ГОЦ. Но вот хочу примерить Гретти. У нее глаза с зеленым оттенком. Может быть, зеленый воротник ей будет к лицу. Пока не поняла. Итак, перед нами моя шаечка. American Girl кукла. Специально пока примерила без воротника. Вот так на ней смотрится этот лиф. Спинка со стороны спинки вот так. То есть платье с натяжкой застегнулось. Я думаю, что если взять ту же пряжу, но спицы больше, я вязала двойкой, взять 2,5, то будет неплохо. Дело в том, что вот у American Girl, я не знаю уж у всех ли, но вот такая какая-то спина с горбиком. Тело набивное, вот оно во все стороны распирает, и спинка такая прям выпуклая. Вот здесь вот все лопатки, вот это вот такая уж фигурка. Надо будет мне спросить у подружки, какая спина у ее куклы. Вот так, с воротничком. Мне кажется, все прям чудесно. Очень хорошо. Можно вязать на American Girl. Надо будет специально для нее связать такое персональное платье. Вот так со стороны спинки. Тоже неплохо. Как-то воротничок эту ситуацию прикрывает. Вроде как будто так и надо. Ну, дальше талия сбоку широковата. Ну, неплохо. В общем, пытаюсь я как-то тут American Girl тоже вписать в модели для этого платья. Ну, мне нравится. Так, друзья, смотрим на Грету. Ловим момент, пока она у меня не упала. Чуть поставила ее. Так, чтобы она и стояла, и в раскорячку не была. Вот. Камера немножко в шоке от разных оттенков. Я смотрю, что она то так показывает. Ну вот, вроде бы передает натуральный цвет и воротника, и самой Греты. Хотя в реале мне кажется, что ее глаза более зеленые, чем камера показывает, отображает. Ну, как вот вам кажется, напишите мне свое мнение, а то у меня уж тут все куклы примелькались. Идет ли ей зеленый воротник или ей что-то нужно другое. Но я в любом случае ей это платье отдавать не буду. Просто, может быть, потом какую-то подобную пряжу возьму. Может быть, зеленый более приглушенный, что-то попробую ей связать. Вот. Ну и с шарнирами надо что-то делать. Конечно, они меня расстраивают. Вот. Ну, собственно, что мы хотели посмотреть. На год садится хорошо. Реглан сел, воротник. Все как надо. Можно вязать. И следующая куколка. Еще одна булочка. Прям не только щечками, но вся полностью булочка. Пухленький ребеночек. Это Инна от фирмы Весна.
Смотрите, нашлись голубые ботинки. Белла была в белых туфельках. Туфельки и не застегнулись. Я пошла подбирать что-то другое. И нашлись ботиночки. Ну, понятно, что это не на ее ножку, это на размер Готс. Но более-менее вот так подошли. Неплохо сочетаются с этим платьем. Инна у меня на старом типе тела. Кто увлекается веснянками, имейте это в виду. На новом типе тела Инна более стройная девочка. Ручки у нее там по-другому расположены. У меня пока Инны на новом теле нет. Но вот на старое тело платье село просто отлично. Смотрите, сзади застегнулось все просто идеально. Никакой натяжки, ничего по сравнению с American Girl. Так, воротничок тут надо подправить. Вот, все очень хорошо село. И по длине, ну, можно, конечно, вязать и короче. Ой, так, я ей голову ей повернула и куклу поворачиваю. Может быть, можно чуть-чуть короче вязать. Вот это расстояние вот от талии до оборки, его можно менять. И девочки, кто мне тестировал, Юля там связала 2 платья, я потом покажу в группе ВКонтакте. Она мне написала, что второе платье она связала покороче первого. То есть тут еще можно поменять длину, высоту платья, высоту юбки, вот этой части до оборки и саму оборку. Ну, вот так тоже хорошо, по-моему, смотрится на Инночке. Мне нравится. Ну и приехала ко мне еще одна звезда. Я не делала обзор на нее. Это тоже, смотрите, в кадр не хочет помещаться. Это тоже кукла-веснянка. Кукла Эсна ее зовут. С необычной, нестандартной, непривычной фигурой. Взрослым лицом. Очень нефотогеничная девочка. Очень сложно ее сфотографировать так, чтобы она предстала на фотографии во всей своей красе. Буду учиться это делать, потому что я видела фотографии девчонок, у которых это получается. В реале кукла очень красивая. Ну, вот так я ее вам показываю в фабричном аутфите. Я не думаю, что нужно делать обзор. Обзоры есть. Ну, собственно, и на Марикиту Перес обзоры есть. Ну, пока, в общем-то, я не созрела до обзора. Может быть, когда ей платье свяжу. Вот, кукла красивая, классная. Сейчас покажу быстренько тело куклы. То есть сниму одежду, сравним тело с Готс и с кем? И с Марикитой, давайте, Марикита Перес. И потом примерим платьице. Ну вот то, о чем я говорила. Тело довольно-таки странное для взрослого личика. Смотрите, как оно выглядит по сравнению с испанской куклой. Голова у Эсны не наклоняется, к сожалению. Но я, когда куклу покупала, я все знала, смотрела обзоры. У Натальи Колесниченко видела обзор. То есть я ко всему была готова, несмотря ни на что. Я эту куклу очень хотела, заказала. Муж мне ее на день рождения подарил, скажем так. То есть сказал, заказывай, что хочешь, выбирай, и я оплачу. И я решила воспользоваться моментом, приобрела эту прекрасную, для меня прекрасную Эсну. С обувью не знаю пока, что будем делать, но, по-моему, ножки у нее шире, чем у испанских кукол, и чем у Готс. Такая девочка. Давайте ее поверну вот так, посмотрим. Ну, то есть такое здесь грушеподобное тельце. Вот. Ну... Не буду ее как-то охаивать, обзывать никак, потому что я ее уже заочно полюбила. Сама я тоже не идеальная, поэтому я к куклам не идеальным отношусь спокойно. Ну вот, если говорить о сочленении рук с туловищем, ног, тут все так гладко, хорошо, мне все нравится. Давайте примерять платье. Платье по размеру отлично подошло. И по размеру, и по росту, как мне кажется. Показываю пока без воротника, чтобы вы видели, что вот как сидит рукав, реглан. Совершенно другое плечо. Ух, так. Вот смотрите. Совершенно другое. Оп.
Смотрите, совершенно другое плечо, но вот реглан в нем вся прелесть. Тоже отлично рукавчик сел. Да, забыла сказать, вы сейчас видите дырочки вот здесь по регладной линии. В мастер-классе я там даю два способа вывязывания реглана. Их, конечно же, намного больше, но я показываю два. И можно вязать как с дырочками, так и без дырочек. Вот, мне просто для моих рук удобнее вывязывать петли вот именно таким образом, как у меня. Ну, это обо всем этом, конечно, уже в закрытом чате, в проекте. Ну вот, отлично смотрится, и силуэт ей такой подходит, на мой взгляд. Может быть, кому-то будет интересно посмотреть, как Эсна смотрится с Инной. Вот так они выглядят. Это девочки разных возрастов, но совершенно разные. И видите, как интересно, одно платье обеим подошло. Одна модель. У них разный оттенок глаз. Ну, камера не передает. У моей Инны он изумрудный. У Эсны бирюзовый взгляд, цвет глаз. И обратите внимание, цвет винила тоже отличается. Но не могу сказать, по какой причине. Просто замес фабрики, либо именно модель куклы, либо что. Потому что Инну я прикупила новенькую в коробочке, но очень старого выпуска. У нее еще вот накрашены губки. Очень рада, что удалось ее приобрести. У Эсны уже губы не накрашены, такой нюдовый, да, как говорят, оттенок. Ну и ей бы вот этот бирюзовый воротничок бы, да, было бы лучше, чем зеленый. Примеряю воротничок. Ну, пока зеленый, потом примерим бирюзовый. Ну вот, на мой взгляд, эта модель Эсне тоже отлично подойдет. С воротничком, без воротничка. Замечательно смотрится. Смотрите, поменяли воротничок. Совсем другая картина, да, совсем другое пальто. Голубые, бирюзовые оттенки Эсне больше подходят. Мне нравится. И пришла идея, что можно меняться воротничками, либо к одному платью связать несколько воротников. Если на платье будет вышивка, то вот смотрите, у меня здесь желтый, сиреневый, розоватый, зеленый. То есть разные оттенки, и воротники можно связать и желтенький попробовать, и сиреневый, и менять. Да? Сегодня кукла в желтом, или же обменять на другую куклу, другой пойдет сиреневый воротник. Так что, девочки, кто присоединится к проекту, я думаю, что у вас тоже появится такое же желание, как у меня, поиграться с воротничками, попробовать связать их из разных оттенков пряжи и даже из разных видов пряжи. Пришла мне в голову идея примерить платье от Эсны на Каролину. И посмотрите, как ей хорошо. Она вошла в это платье, оно ей хорошо застегнулось по спинке, там застежка на липучку, по плечикам хорошо села. Это для меня прям такое открытие. Неплохая модель. Обувь мы одолжили у American Girl, но это, наверное, не родная обувка. Вот сколько у меня теперь больших девочек, которые могут меняться одеждами. Ну вот, на этом все, дорогие друзья. Надеюсь, что я предугадала какие-то ваши вопросы, подробно все показала. Сегодняшний ролик такой объемный, столько много всяких кукол. Марикита Перес, Каролина, виновница этого всего торжества, этого видео, моего вдохновения, моего вязания, платьев. Пишите в комментариях, кто еще приобрел эту куколку. Это такая нашумевшая новинка на наших маркетплейсах. Она красавица. И если вы еще не смотрели, не знаете, то имейте в виду, что эти куклы, вот такой молд выпускается с разным оттенком волос и, по-моему, с разным оттенком глаз. Так что выбирайте на свой вкус. И добавлю, что цена у этой куклы, вот из всех 3 испанских, которых я сегодня представляла, она самая бюджетная. Кукла продается голышкой,
и приобрести ее наиболее выгодно по сравнению особенно с куклами Готс и с испанскими Антонио Хуан, Вестида де Азул. Это кукла. Вот. Кого заинтересовал вязальный проект, вы знаете, как меня найти. Кто давно со мной, кто подписан, вы знаете, это группа ВКонтакте «Алины игрушки. Вязание для кукол». Если кто-то сейчас смотрит, случайно забрел на канал и заинтересовался такими платьишками, то я под видео оставлю все контакты, где меня можно найти. Я вам желаю всего самого-самого доброго. Будьте здоровы, хорошего вам настроения, вдохновения, возможности приобретать новых кукол, возможности вязать, побольше времени на творчество. Я вас обнимаю. До новых встреч!